Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, где установлен блок управления парковочной системой BMW X5 E53 кузов. Ссылку на видео о замене блока LCM оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. Также в описании под этим видео оставлю ссылочку на замену датчиков парковки задних и передних. Для того, чтобы добраться к блоку, нам понадобится снять запасное колесо, разобрать пластик корпуса, в котором находятся блоки. Далее откручиваем фиксатор нашего запасного колеса. Снимаем металлическую шайбу. И снимаем уплотнительное кольцо. Далее нам понадобится пластиковое приспособление, которое у нас есть в комплекте, для удаления запасного колеса с посадочного места. И устанавливаем пластиковое приспособление в посадочное место в наш замок. И открываем. Также нам понадобится еще одно пластиковое приспособление. Так оно выглядит. При помощи этого пластикового приспособления фиксируем нашу крышку багажника, для того, чтобы крышка не закрылась. И снимаем наше запасное колесо. Далее нам нужно открутить металлическую конструкцию, которая находится под запасным колесом. Всего два болта, один, второй, и две гайки, одна, вторая. Нам понадобится ключ на 13 и откручиваем болт ключом на 13. Один болт. Второй болт. И откручиваем гайки. Одна гайка. И вторая гайка. Откладываем гайки в сторону и снимаем металлическую конструкцию. Аккуратно выводим ее и откладываем. Так выглядит металлическая конструкция в сборе. Далее откручиваем минусовую клемму при помощи ключика на 10. Снимаем клемму и откладываем ее в сторону. Откручиваем крышку пластикового корпуса, в котором находятся наши блоки. Всего 3 самореза. И снимаем крышку. Аккуратно выводим ее. При установке крышки необходимо попасть в эти пазы. Один паз здесь и второй паз находится вот здесь. Итак, блоки, которые находятся под пластиковой крышкой. Первый блок — это радиомодуль. Второй блок находится под этой пластиковой защитой. Там должен стоять ТВ-модуль. Здесь находится блок управления парковочной системой. Рядом с ним в определенных комплектациях стоит блок управления пневмосистемой. В данном случае его нет. Далее снимаем разъем из блока парковочной системы. Всего 3 разъема. Синий. Отщелкиваем его. Откладываем в сторону. Черный. Отщелкиваем. И белый разъем. Нажимаем на фиксатор. И отщелкиваем скобу. Откладываем его в сторону. Далее нам понадобятся кусачки. Далее при помощи тонкой отвертки отстегиваем наш разъем. Отводим в сторону фиксирующую скобу. И снимаем разъем. Теперь жгут проводов можно отвести в сторону. И фиксируем проводку, чтобы она нам не мешала. Далее нам нужно снять пластиковый корпус в сборе. Для этого нам нужно открутить 2 самореза с этой стороны, 1 саморез здесь и 1 саморез в дальнем углу. Откручиваем саморезы с левой стороны.
Далее откручиваем саморез с правой стороны. И откручиваем последний саморез, который находится в дальнем углу. Теперь можно снимать пластиковую панель с блоками в сборе. Блок черного цвета слева — это и есть блок парковочной системы. Так выглядит тыльная сторона сборки. Сейчас немного почистим пластиковый корпус. И почистим очистителем для пластика. Пройдемся кистью. И соберем все микрофиброй. И приступим к очистке паром. Соберем грязь. И устанавливаем нашу сборку блоков на место. И закручиваем пластиковый корпус блоков при помощи саморезов. С левой стороны у нас всего 2 самореза. Закручиваем саморез с правой стороны. И закручиваем последний саморез. Далее устанавливаем наши разъемы на место. Подключаем разъем блока управления фаркопом. Защелкиваем фиксатор. На месте. Далее устанавливаем на место основной разъем радиомодуля и защелкиваем его. Подключаем на место антенну. Устанавливаем на место разъемы блока парковочной системы. Начнем с белого. Защелкиваем. Далее черный. Защелкиваем. И синий. Защелкиваем. Устанавливаем крышку пластикового ящика, в котором находятся наши блоки. Заводим ее. Для правильной установки нужно попасть вот в эти направляющие с левой стороны и с правой стороны.
Зажимаем наши саморезы. И третий. И подключаем минусовую клемму аккумулятора. И зажимаем ее при помощи ключика на 10. И устанавливаем нашу металлическую деталь на место. Заводим ее в посадочное место. Попадаем в направляющие. И совмещаем резьбу. Закручиваем наши болты. Один болт. Зажимаем болт ключом на 13. Поджимаем и закручиваем второй болт. Зажимаем его ключом на 13. Устанавливаем наши гайки на место. Закручиваем. Вторая гайка. И зажимаем их ключом на 13. Одна. И вторая. И устанавливаем запасное колесо на место. Далее нам нужно снять пластиковый упор. Можем его установить на место. Закрываем багажник. Снимаем пластиковое приспособление. Одной рукой его удерживаем и направляем запасное колесо. Пластиковое приспособление можно установить на место. Далее устанавливаем резиновый уплотнитель на место. И устанавливаем металлическую шайбу, которая центрует наше запасное колесо. И закручиваем вентиль. Поджимаем его. Проверяем. Достаточно. Снимаем наш пластиковый крючок. Фиксируем его в посадочном месте. Защелкиваем. И закрываем нашу крышку. Защелкиваем ее. Отлично. На этом все. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока. В всплывающем окне сверху оставлю ссылку на видео о замене блока AHL. Также оставлю ссылочку под этим видео в описании. Также в описании под этим видео будет ссылка на видео о установке сабвуфера.